Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать потрясающие шишечки на основе моего авторского приема. Крючок я использую двоечку, и в зависимости от того, какую пряжу вы будете использовать, я использую полухлопок. И образец в мастер-классе я буду показывать из полухлопка 160 метров 50 граммах. И также для разнообразия вы можете использовать остатки золотой пряжи, также можете использовать любые бусинки для создания нашей вот такой красоты, которая украсит любую елочку. Посмотрим наши работы поближе. И давайте поближе посмотрим. Из остатков золотой пряжи вот такая красота у нас с вами получится. Мы можем использовать вот такую бусинку. Ее можно подшить или вязать в процессе вязания, выполнения непосредственно самого украшения. Видите, то есть вот такой как шарик прямо получается. В коричневом варианте это получается готовая шишечка, вот прямо. И в самом мастер-классе я покажу, как величина зависит, обязательно расскажу, как наша величина будет зависеть от количества ровных рядов. То есть можно сделать более круглой формы, можно более продолговатой формы. Вязать мы будем с более светлой пряжи, чтобы вам было хорошо видно. Приступим к работе. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать в комментариях, что у вас получилось. Начинаем выполнение нашей шишечки с 7 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я ввожу крючок в первую воздушную петлю, соединительная. Далее я буду выполнять столбики с накидом. И смотрите, я выполняю 3 воздушные петли подъема. И далее накид на крючок и буду провязывать, при этом захватывая нить. Видите? То есть и колечко, и нить. Это важно, чтобы мы затем смогли с вами затянуть, и колечко у нас стало маленьким. Всего я буду провязывать 15 столбиков с одним накидом. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Всего должно получиться 15 столбиков с одним накидом. Я завершаю выполнение моего первого ряда. Ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. И мой круговой ряд завершен. Напоминаю, я в колечко выполнила 15 столбиков с накидом. И смотрите, один последний, 16 или первый, можно так сказать, столбик с накидом у меня заменяют петли подъема. Далее, смотрите, я беру и вот таким образом подтягиваю. Вот видите? И все. И моя дырочка стала маленькой. Потом можно прошить еще. И вот так красиво и аккуратненько получается. И приступим к выполнению второго ряда. И будут наши чешуйки в шишечке. Мы выполняем 3 петли подъема, накид на крючок, и я ввожу крючок в эту же петлю. Выполняю столбик с накидом. Далее накид на крючок, и теперь смотрите, как я буду выполнять чешуйку. Я ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю первый столбик с накидом незавершенный и второй, и общая вершинка. Далее очень внимательно я выполняю 2 воздушные петли, накид на крючок. И буду, смотрите, вот мои 2 столбика, с этой стороны провязывать столбики с накидом незавершенные, а затем с этой стороны. Я ввожу крючок вот таким образом, то есть как бы с изнанки в то колечко, которое у меня образовалось. Вот оно. И начинаю выполнять мои столбики незавершенные
смотрите, первый столбик, все столбики с накидом, второй, третий, четвертый и пятый и шестой. Всего будет 6 незавершенных столбиков с накидом. Далее очень внимательно. Первый столбик я вот таким образом провязываю. Потом я провязываю по 2 петли, пока у меня на крючке не останется 2 петелечки. И провязываем. Раз, раз, 2, 2 и 2. И теперь смотрите, я перекидываю нить, вытягиваю крючок, вот моя петелечка, да, и как бы перекидываю сам крючок. И буду теперь провязывать эту сторону. Обращаю ваше внимание, мы теперь находимся с вами на лицевой стороне. И теперь я выполняю накид. И то же самое выполняю по этой стороне. Смотрите, раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Выполнили. Далее захватываем, провязываем первый и дальше раз, раз по 2, пока у меня на крючке теперь не останется, смотрите, 3 петли. Далее все 3 петли я провязываю вместе. Далее я выполняю раз, 2, 3 воздушные, работу разворачиваю. И помните, мы в самом начале выполняли 2 воздушные, вот они. Я ввожу крючок под них, выполняю соединительную. Далее накид на крючок, и я ввожу крючок в вершинку следующего столбика, выполняю столбик с накидом. Далее сюда же я выполняю еще один столбик с накидом. Далее столбик с накидом, 1, и в следующую 2 столбика с накидом, точно такие же, с общим основанием. Так мы с вами провязали 5 столбиков. И смотрим, наша такая красивая чешуйка. Видите, да? Вот она так будет смотреться на нашей шишечке. И теперь мы выполняем опять то же самое. Накид, первый незавершенный столбик, второй, общая вершинка, раз, 2. И теперь с этой стороны я провязываю и с этой. И так я выполняю до конца моего ряда. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда. Вот у нас с вами такие 4 чешуечки. Шишечка будет небольшая. И между каждой чешуйкой, помните, да, мы провязывали по 5 столбиков. Вот таким образом. Завершаем выполнение ряда. Выполнили 2 столбика. Далее 1. И видите, да, я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и у меня опять же между моими чешуйками 5 столбиков. Один столбик у меня заменяют петли подъема. И всегда у нас с вами между чешуйками будет 5 столбиков. Далее мы приступаем к выполнению третьего ряда нашей шишечки.
Я немножко буду отгибать чешуйки, а потом мы с вами их поправим. Выполняю 1, 2, 3 воздушные петли подъема, накид на крючок и ввожу крючок в следующую вершинку. И теперь смотрите, я выполняю накид на крючок и ввожу крючок вот в вершинку моих 2 столбиков, вот которые, над которыми именно чешуйка провязана. Вот видите? Хорошо видно. Она всегда, вот эта вершиночка, будет с изнаночной стороны хорошо видна. Далее я выполняю столбик с накидом и еще один столбик с накидом. И теперь над столбиком вот нашим центральным, то есть вот смотрите, как мы будем ориентироваться. Вот наши чешуйки, между ними 5 столбиков. И вот центральный столбик, то есть 1, 2, это 3 получается, а всего у нас между чешуйками они у нас будут в шахматном порядке, поэтому будет 5 столбиков. Будет следующая чешуйка точно такая же. Я ввожу крючок, первый незавершенный столбик и второй. Общая вершинка, 2 воздушные. И давайте я еще раз провяжу, и мы повторим выполнение нашей чешуйки, а потом просто буду проговаривать. Наше колечко. Ввожу крючок вот таким образом. Беру поудобнее и начинаю выполнять. 1, 2, незавершенные столбики с накидом, 6 штук. 3, 4, 5, 6. Далее провязываю первый столбик вот таким образом. Это первый раз. Далее второй раз, третий, 4, 5, 6 и на крючке 2 петли. Перекидываю нить, работу разворачиваю, сбрасываю с крючка и как бы перебрасываю, да, нити, чтобы они просто не были, наши петелечки, перекрученными. Накид, и теперь с этой стороны начинаю провязывать точно так же. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все столбики незавершенные. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 петли на крючке, провязываем. 1, 2, 3. Работу разворачиваю. Вот мои 2 петли. Видите, да, их? Вот они. Ввожу под них крючок, выполняю соединительную. Далее столбики с накидом. 5 штук. Накид. В следующую вершинку ввожу крючок. Считаю. 1, 2. Третий у меня столбик будет вот в вершинку моей вот этой чешуйки, да. Далее на эту сторону 4 и 5. И далее в следующий столбик, следующая будет чешуйка.
Раз, два и так далее. Вот так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Так. То есть будем провязывать наши чешуйки, наши столбики. Все очень просто. И смотрите, я завершаю выполнение нашего кругового ряда. Вот мой круговой ряд, объемный уже такой, видите, да? Мы потом с вами все чешуйки поправим. И вот я выполнила последнюю чешуйку, четвертую, и ввожу крючок сразу после ее выполнения. Вот видите, я соединительную выполнила, и ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. Завершаю выполнение моего кругового ряда. Круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего ряда. Все ряды у меня далее будут одинаковые, они будут идти у меня в шахматном порядке. Давайте я начну выполнение. Смотрите, раз, два, три воздушные петли подъема. Далее накид на крючок, ввожу крючок в следующую вершинку, столбик с накидом. И теперь как мы будем ориентироваться? Вот наш столбик, который провязан был в вершинку, да, общую. И над ним мы опять делаем чешуйку, накид. И раз, два, две вместе, раз, два. И вы уже чешуйку выполните самостоятельно. Я покажу немножко дальше, как провязывается. И видите, я вот сделала чешуйку уже над готовой. Вот. Далее накид на крючок. Ввожу крючок в следующую вершинку и выполняю первый столбик с накидом. Напоминаю, между чешуйками у нас будет 5 столбиков с вами. Давайте повторим. Считаем первый столбик, далее второй, далее напоминаю третий вершинку, вот она, и очень хорошо видно. Четвертый и пятый. И опять с вами мы пришли вот к столбику, который связан над чешуйкой, и над ним выполняем чешуйку. Раз, два, общая вершинка, 2 петли и наша чешуйка. Так мы с вами выполняем до конца ряда. Все потом мы с вами поправим. Сейчас мы вяжем. Вот видите, такая красота у нас с вами получается уже. Я вытянула нить на лицевую сторону, просто чтобы удобно было держать и вам показывать. Смотрите, вот уже вырисовывается наша шишечка. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Как я и говорила, ряды будут повторяться в шахматном порядке. Я выполнила, вот видите, 3 столбика. И вот мои петли подъема, ввожу крючок и выполняю соединительную. Очень легко себя проверить, то есть должно быть 5 столбиков. Раз, два, три петли подъема, это 4-й и 5-й столбик. Мы все выполнили верно. После окончания работы обязательно мы поправим все наши чешуйки. Видите, да, какая красота у нас с вами уже получается. И я начну выполнение кругового ряда. Напоминаю, ряды у нас в шахматном порядке выполняются. Ну, то есть чешуйки, точнее, в шахматном порядке выполняются. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Смотрите, я выполняю раз, два, три петли подъема. Накид на крючок, ввожу крючок в вершинку, считаю второй столбик и третий вершинку.
общую, да. Ну, то есть вот ряд, который мы уже с вами выполняли. Далее я ввожу крючок в вершинку следующего столбика. Столбик с накидом и следующего столбик с накидом. Далее вот моя чешуйка, над ней столбик, и я выполняю первый, второй столбик, общая вершинка, 2 воздушные, и выполняю чешуйку с одной и другой стороны. И после того, как мы с вами выполнили нашу чешуйку, я ввожу крючок в вершинку следующего столбика и выполняю 1, 2, помним, 3 вершинку общую, 4, и 5. И далее проверяем себя, видите, да, столбик у нас над чешуйкой, и выполняем опять же следующую чешуйку. Первый столбик, второй, общая вершинка, 1, 2, и выполняем чешуйку. Мы с вами повторяемся. Потом все обязательно поправим. И на что я хочу обратить ваше внимание. То есть так мы в шахматном порядке выполняем все наши ряды. И от количества наших рядов будет зависеть форма нашей шишечки. То есть она может быть удлиненной, а может быть более округлой формы. То есть все зависит от того, какое количество рядов вы сделаете. Далее продолжайте самостоятельно. Я выполнила ровно ряды. Видите, да? И давайте вот по чешуйкам посмотрим. Видите, 3 и 3. Повторюсь, что выполнение наших рядов, когда чешуйки, да, в шахматном порядке, будут формировать форму нашей шишечки. Она может быть более округлой формы, более длинной формы, я это уже говорила. И после того, как мы выполним до конца нашу шишечку, мы обязательно наши чешуйки поправим. А сейчас мы продолжаем с вами работу и будем формировать верхнюю часть нашей шишечки. Как мы это делаем? Все достаточно просто. После того, как мы с вами выполнили, завершили ряд, вот видите, да, то есть выполнили соединительную воздушную петелечку, воздушную, в третью воздушную петелечку подъема. Теперь мы будем, у нас с вами, я напоминаю, между нашими чешуйками 5 столбиков. И мы с вами будем сокращать точно так же, как и вот добавляли с вами. Давайте с вами провяжем и посмотрим, как мы будем это делать. Смотрите, здесь у нас чешуйка будет находиться вот над этим столбиком. И то есть здесь мы с вами делаем сокращение. Как мы это делаем? 2 воздушные петли подъема, накид на крючок, и я ввожу крючок в следующую вершинку и столбик с накидом. Далее вершинку следующего столбика я буду выполнять чешуйку. Ну, то есть как она у меня идет по узору. 2 столбика, общая вершинка, 2 воздушные, и я ввожу крючок и начинаю выполнение. Вы выполните самостоятельно. Здесь мы повторяться не будем. А дальше я покажу, как выполняются сокращения. Мы с вами выполнили чешуйку. И теперь смотрите.
напоминаю, между чешуйками у нас с вами 5 столбиков было, и как мы сокращаем, то есть до чешуйки и после мы провязываем столбики с общей вершинкой. Мы провязываем незавершенный столбик, опять незавершенный столбик и общая вершинка. И вот смотрите, вот после, и да, мы до провязали, очень легко запомнить, тоже с общей вершинкой. Сейчас мы с вами это все повторим. Дальше у нас идет вершинку просто столбик. Далее опять 2 столбика с общей вершинкой. Раз незавершенный и 2. И общая вершинка. И далее можно себя проверить. Мы опять вяжем чешуйку, да, то есть вот наш столбик, который был провязан в вершинку, и мы выполняем чешуйку. Первый столбик незавершенный, далее второй незавершенный столбик, общая вершинка, 2 воздушные и накид, и мы начинаем выполнение нашей чешуйки. Опять же, я не буду повторяться, вы ее выполните самостоятельно. И смотрите, мы с вами выполнили чешуйку. Вот видите, уже видно, что сокращения у нас начались. Выполнили чешуйку. И теперь после нее, как мы договаривались, у нас с вами столбики с общей вершинкой идут. Вводим крючок в вершинку. Первый незавершенный и второй. И общая вершинка. И давайте еще раз посмотрим. Смотрите, вот у нас после чешуйки и до чешуйки, видите, да, столбики с общей вершинкой. То есть мы с вами выполняем все верно. Далее вершинку я выполняю столбик с накидом. Далее опять 2 столбика с общей вершинкой. Вот я ввожу крючок, первый незавершенный столбик, и я ввожу крючок в следующую вершинку. Опять, да, у нас общая вершинка. То есть 2 столбика мы выполнили с общей вершинкой. Далее мы с вами делаем что? Видите, да, вот наш столбик над чешуйкой. И тут мы с вами будем выполнять опять же чешуйку. То есть 2 столбика с общим основанием, общей вершинкой, 2 воздушные, накид, и наша чешуйка будет. Разворачиваем и выполняем. И смотрим, да, то есть до чешуйки и после чешуек у нас столбики с общей вершинкой. А всего между нашими чешуйками 3 петли, то есть 3 вершинки. Очень все просто. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Потом мы все, конечно же, поправим. Сейчас нам важно довязать ряд. Мы с вами завершаем выполнение нашего первого ряда сокращений. Смотрите, очень внимательно. Вот мои петелечки подъема, я их пропускаю и ввожу крючок в вершинку столбика. Убираю пока чешуйки, я потом все поправлю их аккуратненько. И вот таким образом, видите, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Пока я остановлюсь. И смотрите, я вяжу достаточно плотно, специально, чтобы форма была, потом поправить можно было. Но все равно я рекомендую наполнить шишечку любым наполнителем. В моем случае это будет синтепон.
я наполню ее аккуратненько. Вы можете взять буквально любой наполнитель, который знаете или который у вас есть дома. И поскольку сильно не набивайте, нужно просто, чтобы она держала форму. Вот таким образом. И дальше я буду выполнять наши сокращения. Уже синтепоном, потому что если мы сейчас не заполним синтепоном, дальше дырочка будет очень маленькая, и нам просто неудобно будет с вами заполнять. Все, теперь наша шишечка держит форму, мы сможем потом все аккуратненько поправить и так далее. Продолжаем нашу работу. И мы приступаем к выполнению второго ряда наших сокращений. В этом ряду мы с вами будем провязывать чешуйки и 3 столбика с общей вершинкой. Как мы это делаем? Мы выполняем 2 воздушные петли подъема, накид на крючок, ввожу крючок в вершинку моего столбика, точнее столбиков с общей вершинкой, которые провязаны. Столбик я делаю незавершенный. Далее ввожу крючок в следующую вершинку, вот она. И опять же делаю незавершенный столбик. И теперь общая вершинка. Не очень удобно будет вязать. Я постараюсь максимально вам показать. Далее у нас с вами будет чешуйка. Смотрите, вот я ввожу крючок и выполняю первый незавершенный столбик и второй. Ну, то есть как бы чешуйка у нас с вами идет по узору, да, вот над нашей чешуйкой. 2 петли и начинаем выполнение чешуйки. Выполните ее самостоятельно. Я далее продолжу с вами. И после того, как я выполнила чешуйку, я опять выполняю 3 столбика с общей вершинкой. Как мы это делаем? Я ввожу крючок, вот видите, в общую вершинку. Выполняю незавершенный столбик. Далее в следующую вершинку незавершенный столбик. И вот наша, опять же, видим, да, вот она, общая вершинка. Ввожу крючок и незавершенный столбик. Видите, да, наши незавершенные столбики. И теперь общая вершинка. Выполнили. И далее я над нашим следующим столбиком выполняю чешуйку. Я основу выполню для чешуйки, вы ее выполните самостоятельно. Вот видите, то есть наша чешуйка, столбик, и выполняется чешуйка. Таким образом мы с вами выполняем наш второй ряд сокращений до конца нашего ряда. То есть у нас с вами должно быть 4 чешуйки и наши вот такие общие столбики с общей вершинкой. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Чешуйки убираем, пока мы вяжем, потом мы все с вами поправим. Я завершаю выполнение нашего ряда. Смотрите, у меня 4 чешуйки готовы. Я ввожу крючок в вершинку, общую вершинку, да, моих столбиков, вот она, и выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. Что я делаю дальше? Дальше я буду выполнять столбики без накида. Я выполняю воздушную, хорошо подтягиваю. И теперь смотрите, ввожу крючок в эту же вершинку и выполняю столбик без накида.
Их всего должно быть 4, то есть мы как бы стягиваем нашу вершинку. Далее пропускаю чешуйку, вот моя вершинка следующая. Скажу сразу, неудобно будет, но наша задача стянуть вверх нашей шишечки. И выполняем столбик без накида. Далее в следующую вершинку. Вот. И столбик без накида. И еще осталась одна вершинка. Столбик без накида. Хорошо подтягиваем наши столбики, тщательно подтягиваем. Далее я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, который выполнен у меня в начале ряда. Вот он. И выполняю соединительную. Далее я выполняю пико. 1, 2, 3, 4, 5 из 5 воздушных. Ввожу крючок. Вот видите, на противоположную сторону и выполняю соединительную. Ниточку я могу обрезать и поправляю чешуйки. И вот такое пико будет у нашей шишечки. Я уберу ниточку и покажу. Нам остается только поправить с вами наши чешуйки и выполнить цепочку из воздушных петель для того, чтобы можно было закрепить нашу шишечку. Цепочка из воздушных петель может быть маленькая, а может быть побольше. Все зависит от того, как вы хотите повесить наши шишечки. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такую красоту. И напоминаю, что все зависит от выбранной пряжи, от количества ровных рядов. Помните, да, мы все это с вами рассмотрели в нашем мастер-классе. И у вас может получиться или декоративное красивое украшение на елочку, или вот такие волшебные шишечки. Не забывайте подписываться, писать в комментариях, что у вас получилось. И напоминаю, под видео я даю ссылочку на красивый шнур с этих листочков, с использованием, точнее, этого приема. До новых встреч!